Всем привет! Меня зовут Вячеслав Юркин. Я приветствую вас на своем канале Хобби Столярка. Мне недавно задали вопрос, как же так, вы не закончили одно изделие, а уже принимаетесь за второе, за следующее. Ответ загадочный. Может быть, у кого-то и по-другому дела обстоят. Но мне выгоднее, рентабельнее, технологичнее заниматься сразу несколькими проектами, если эти проекты небольшие. Скажем, те же самые шкатулочки, ключницы. Шкафчик, который стоит покрашенный, он уже давно подсох, но я отложил работы по нанесению лака до после Нового года. Возможно, реечки к этим жалюзи я, конечно, полачу и до, потому что предстоит лачить еще мелкие изделия, те самые шкатулочки. Каждый раз, изготавливая какое-то новое изделие, я про себя говорю, чему-то научишься, что-то подсмотришь, что-то изобретешь, и в дальнейшем ты это уже применяешь. Или не применяешь, если не научился. Заниматься практически одновременно и маляркой, и столяркой неудобно в таком маленьком помещении. Наладить аспирацию, конечно, возможно, но думаю, что овчинка выделки не стоит. И в таком маленьком помещении налаживать аспирацию до идеального состояния все равно и не получится. Или усилия будут затрачены несоразмерные. Поэтому проще организовать свою работу, подлаживаясь под свои технические возможности. Поэтому вот набралась мелочевка под лакировку. Ага, обеспылился, полачил, сделал часть работы. Набралась столярная часть работы. Одно изделие, второе изделие, третье изделие. Закончил, обеспылил, приступил к малярке. В общем-то, механизм простой. Я не думаю, что здесь споры могут возникнуть. Но, тем не менее, вопрос возник, я на него ответил. Я довольно редко теперь бываю в своей мастерской. Стараюсь максимально использовать это с пользой. Сейчас, на сегодняшний день, моя задача изготовить дно и крышку для небольших шкафчиков. Что это будет? Либо ключница, либо полка с другим назначением, непонятно. А сегодня дно и крышка. Сложность этих деталей тем, что они изготовлены с утолщением. Не 20-я плита, не 18-я, если о покупной говорить. У меня, кстати, покупная на это дело пошла из строительного магазина. Но такие тонкие детали смотрятся как-то нелепо, что ли. Мне, по крайней мере, не нравится. Хотя на вкус и цвет, товарищи, нет. И кроме того, толстые детали, мне кажется, выглядят, как это говорится, богато. Дороже. Я уже наклеил все эти утолщения. Дно или крышка пока еще непонятно. Детали универсальные. Как их наклеивать, я прикреплю ссылочку на ролик, потому что я снимал отдельное видео. Сейчас у меня стоит задача как-то это окультурить. Скажем, если это крышка, то одновременно она является и крышкой, и карнизом. А если это дно, то и дном, и нижним карнизом. Наверняка для нижнего карниза есть какое-то грамотное название. На
Надо будет посмотреть. Ну, я не знаю. Признаюсь. Нижний карниз. Для того, чтобы эта деталь была культурная, мне нужно обогнать все это обгонной фрезой с подшипником. Потом закруглить радиусные углы. Как раз покажу, как я пользуюсь китайскими шаблонами. Ну и вот эту кромочку тоже двушечкой прогнать, чтобы было красивше. В столярке очень часто наблюдается такая последовательность. Сначала мы задаем какие-то базовые постоянные константы. Это, наверное, слишком умное слово. Базовые. А потом придаем этим базовым постоянным, базовым сторонам, скажем, плоскость и кромка, какие-то дополнительные технические характеристики, радиусы, узоры. Но всегда сначала изготавливаем базовые элементы. Плоскость и угол. И этот угол. Сейчас мне предстоит нанесение радиуса. У меня есть для этого специальное приспособление. Купил я это на известном китайском сайте. Я уже делал отдельную публикацию по поводу того, как им пользоваться. Вот. Но это было в прошлой жизни на другом канале. Канал заблокирован. Вот. Я не переснимаю ролик. Я просто показываю, как я им пользуюсь на примере конкретного изделия или конкретной детали. Целый наборчик. Недавно я попробовал разместить ссылки на какие-то мои китайские приобретения. Почему-то это сочли спамом. Поэтому ссылочки под роликом я не даю. Если кого-то интересует, где я это купил, почем я это купил, это совершенно недорого. Вот 4, то есть 8 радиусов, что-то рублей 500-550 вот в пределах. Если кого-то интересует, где я купил, что это, если кого-то интересует ссылка, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Чем мне понравилось вот это приспособление в эксплуатации, в работе? Тем, что не нужно зажимать струбцинами. Есть некоторая хитрость, я ее вам сейчас расскажу. Я буду использовать радиус 15 мм. Вот здесь есть 3 отверстия. Так, начну сначала. Мне нужно закруглить вот этот уголок, сделать радиусным. И вот этот уголок сделать радиусным. Заходить вот этой фрезой
с подшипничком следует в такой последовательности. От текстуры. То есть заходить я буду вот таким образом. Не выходить из поперека в продольную, а наоборот, из продольной в поперечную. Иначе мы просто вырвем все углы. Здесь есть 3 отверстия. Я не знаю, для чего крайние. Но я знаю, для чего центральные. Так, вот так вот я сделаю. Да. То есть важно, когда вы прижмете все это дело к своей детали, оттягивать его без фанатизма, но с усилием. Под углом 45 градусов из угла, который вы радиусуете. И тогда вам не понадобится никакая струбцина.
Я закончил на сегодня работу. Вот. Ну и, собственно говоря, ролик на этом тоже заканчивается. 4 абсолютно идентичных и пока еще универсальных детали. В одном случае являющихся дном, в другом случае являющихся крышкой. Готовы. Ну, если не считать еще окончательную шлифовку перед чистовой сборкой. Есть сборка черновая, есть сборка чистовая. На камеру я, конечно, этого не показываю, но на самом деле черновых сборок громадная масса. Я уже посмотрел, как это выглядит, как это модное словечко: вкусно, невкусно, аппетитно, неаппетитно, красиво, некрасиво, нет ли перебора, нет ли аляпистости. Вот. Ну, надеюсь, что нет. По крайней мере, мне самому работа нравится. Я когда-то сталкивался с мнением людей, и я с этим мнением согласен. Прежде всего, работа должна нравиться тому, кто ее делает, результат работы. Ну, я опускаю высокое слово «мастер». Работа должна нравиться самому мастеру. Тогда заказчику она тоже понравится. Я немножко расшифрую, потому что можно понять ее как-то двояко, двусмысленно. Если мастер делал работу как для себя, ну, для себя же не будешь плохо делать, то и другому человеку она наверняка понравится. Очертания готового изделия я пока поберегу в секрете. Завтра мне предстоит... Завтра у меня тоже будет рабочий день. Я буду снимать еще одно видео о том, как я делаю черновую сборку на шканты или на ламели, или просто фанеру. Я пока еще не решил. Как говорится, с этой идеей нужно переспать. Поэтому всем пока.